Так, продолжаем дальше наш стрим. Первую часть лайф на Нжуна посмотрели, пишите комментарии. Вторая часть. Вторая часть это небольшой обзор, что нового в кей-поп бизнесе вокруг, слухи, скандалы, расследования. А, Конечно, я обсуждаю, в частности, группу BTS. Ну, не то, что я обсуждаю, я говорю о группе BTS, и у меня на основном канале, и в телеграм-канале, но как бы еще дополнительно говорю о той среде, которая окружает группу BTS, в которой живут айдолы, и, в общем, а также говорим и о больших агентствах, почему об этом не поговорить. Что сейчас там, в фан-сообществе, пресса, социум и так далее, в общем, да. Говорят о чем сейчас? Очень, в общем, если вы посмотрите интернет, это, наверное, одна из самых обсуждаемых тем. Это снова тату, аксессуары, совпадения, слухи про Чонгука и Винтер. Недавний пост на корейском форуме, ну, из одного корейских форумов, который набрал десятки тысяч просмотров, сотни тысяч просмотров, вызвал новую волну слухов. Утверждается, что на руке Чонгука заметили якобы тот же рисунок татуировки, который ранее видели у у Винтер. В общем, смотрите, что хочу сказать по поводу этого. Мы сделали там не один расклад, и эти расклады можно посмотреть на Бусти, а также коротенькие какие-то заметки, а детальный разбор также в платной телеге. Вы также можете подписаться и на платную телегу. Ссылочки, возможно, есть по таким стримам. Если нет, идите подписывайтесь в телегу, и там полным-полно каких-то ссылок, в общем, да, каких-то ссылок. А именно ссылок на мои каналы, да, Бусти, Телеграм-канал. Другие медиа, локальные, международные, подхватили тему. Журналисты пишут, что скриншоты взяты из второго эпизода шоу, и фото, видео якобы совпадают. Но реакция части фанатов резко противоположная. В комментах, в форумах и соцсетях пишут, что снимки слишком размытые, татуировки на руке Чонгука либо вообще нет. На самом деле, да, если посмотреть тревел-шоу, посмотрите тревел-шоу, да, не носитесь по каналам и по блогерам, а посмотрите тревел-шоу. В принципе, там что-то очень размытое, да, какие-то круги. В принципе, что могут быть за круги, я также в телеге, в общем, там очень подробно все описала. Привет, Ирина. Так что пойдите в телегу и почитайте. Очень много полезной информации. Дальше. В комментах, в форумах и соцсетях пишут, ну, это говорила, да, что снимки слишком размытые, татуировки на руке Чонгука либо нет, либо изображение нельзя идентифицировать. Блин, вообще. Некоторые даже подозревают, что фото могли отретушировать или подправить искусственным интеллектом. В принципе, это и сделано. Потому что с учетом оригинала тревел-шоу и, например, именно что дают блогеры, то, естественно, конечно, подретушировано. А что там говорить, да? Искусственно подогнали совпадение. Понятное дело. Вновь всплыли старые улики, аксессуары, обувь, лак для ногтей, похожие стили, совпадения по песням и визуалам. Все это фанаты предъявляют как подтверждение их связи. И при этом отсутствие официального подтверждения ни агентства, ни сами айдолы не подтвердили ничего, не подтверждают. Что пишут вообще в комментариях, да, в социуме? Ну так, немножко скажу. Если это совпадение, слишком много совпадений, но фото слишком размытое, так что может быть и редактировано. Ну вот в основном так, да, вот в основном такие все комментарии. Одни пишут, что это слишком много совпадений, другие пишут,
что, например, все это бред, в общем, ничему не верьте, потому что официального заявления не было, о чем мы говорим. Ну, в общем, в таком все духе. Они оба такие популярные, тоже в комментариях пишут. Если бы это было реально, они бы не были такими открытыми. Это слишком рискованно, об этом пишут. Несмотря на это, в свое время Чимин, их компания подтвердила отношения, да, у Чимина, об этом сказали. То есть, например, такое утверждение в комментариях, это слишком рискованно. Чем, да? Если есть отношения, компания подтвердила. Ну, это так, между строк. Какой мой лично вывод? Это, я скажу прямо, это живой пример того, как мало, но достаточно, чтобы поднять волну. Один скрин, пара совпадений, аксессуары, слухи, и начинается шторм. Даже если шансы, что за этим что-то есть, очень малы, внимание огромно. Отличный повод для размышления. Интернет любит такие истории даже больше, чем реальные факты. И, естественно, да, я в этом не раз убеждалась, когда выгружаешь, например, что-то такое очень ценное, что касаемо группы BTS, ну, например, даже сегодняшний лайв, он такой открытый и познавательный, и информационный со стороны Намджуна. Сколько получили информации, и мало реакций, потому что, ну, это факт. Но если бы какие-то сплетни, это просто безумное количество просмотров. Очень рады. Привет, привет, здравствуйте всем, кто присоединился. Вот, понимаете, да, я о чем. И продолжу дальше. Я что хочу сказать, вот в той информации, которую я вам дала, да, расклады карт Таро, анализы провела, да, вот этих там точечек, да, очень много-много дала какой-то информации в телеграм-канале, там на Бусти, на основном канале разместила много информации. Я хочу сказать, например, что если посмотреть те посты, которые у блогеров, что мы видим, да, что прям вообще нарисовали даже, что касаемо в армии Чонгук, а это именно когда была трансляция, они уже отслужили, и с Щемином была трансляция, где их показывали, там были засучены рукава у Чонгука, и видна рука выше локтя, да, ничего там нет, да, вот он с армией. Но тревел-шоу снималось после армии. Возможно, уже нарисовали, да. Дальше мы видим, и сейчас на одном из каналов я разместила там видео, и там тоже этому уделила внимание, и там есть, вы можете посмотреть, кстати, трансляцию его лайфа сентябрьского, где он там нам готовит, и у него тоже засучен рукав, и тоже видна выше, ну, кожа видна выше локти, тоже нет там никаких тату. Это сентябрь месяц. И тут интересно, я тоже в этом видео специально для вас, дорогие мои, дала информацию, что касаемо этого тату. Это пост от самого, кто наносит там, мастера, татуировщика. И он наносил эти тату Винтер, да, и он там даже написал что-то такое, типа того, моя там, ну кто, подруга или там, допустим, ну, что-то такое в этом стиле, или я не помню дословно фразу, но это вы можете посмотреть в видео. И это было 25 октября. Когда он именно нанес ей тату? В сентябре или в начале октября? Или непосредственно 25 октября? Мы не знаем, он этого не пишет. Но он разместил именно руку Винтер с этими тату 25 октября. То есть после 25 октября мы руку Чонгука не видели, да, ну, мы видели также руку, немножко часть руки с Лос-Анджелеса,
ну, например, где они там тренируются вместе, группа BTS, там Тэхён и Чунгук в частности, да, там Намджун с ними. И, в принципе, там видно руку Чунгука, там тоже нет тату. Поэтому, если на самом деле там тату, нету ее там, этого тату, в общем, сам Чунгук об этом ничего не говорит. Поэтому мы можем только, в общем, предполагать, но конкретно заявлять о чем-либо мы не можем, понимаете, да? Винтер посещает фан-встречу на фоне слухов о ее романе с Чунгуком из BTS. В общем, такой сегодня кричащий заголовок у блогеров. Согласно сообщению, вот 5 декабря, в общем, группа проведет очную встречу с фанатами в Сеуле 6 декабря. И сегодня 6 декабря, честно скажу, результатов я еще не видела этой группы, ну, этой встречи, встречи этой группы с фанатами, какие результаты этой встречи, да, о чем они там говорили. Надеюсь, мы это, в общем, еще с вами услышим, да, и я, естественно, что-то брошу. Вот, само по себе расписание обычное, но оно привлекло к себе необычное внимание, потому что оно появилось сразу после того, как Винтер и Чунгук стали предметом новых слухов о романе, да. В социальных сетях и онлайн-сообществах пользователи утверждали, что у двух айдолов похожие татуировки, заявляют, что изображения собак на их руках выглядят одинаково, хотя, уверяю вас, они не одинаковы, да, вы можете сами визуально все сравнивать, да, зачем кого-то слушать, в общем. В некоторых постах, или, возможно, оно так настолько там размыто, да, ну, тогда бы, если оно так было размыто, ну, к примеру, возможно, эти собаки у Чунгука больше размерами, да, ну, к примеру, ну, не знаю, в общем. А возможно, эта компания старалась их заретушировать, что вообще только контуры видны. Трудно сказать, в общем, но факт остается фактом. Именно на руке у Чунгука выше локтя что-то есть. И как бы предположения, какие, что это может быть, я, естественно, информацию вам давала. Вот. Здесь, например, сразу затрагивают их никнеймы в Инстаграм, которые привлекли внимание еще на момент, когда там, например, у Винтер использовала никнейм I'm Winter, и потом Чунгук тоже I'm Чунгук, в общем, да, хотя Чунгук объяснил, что его обновленный никнейм означает «меня зовут Чунгук», и ни в коем случае к Винтеру он не имеет никакого значения, да, но он об этом, конечно, не говорил, он просто сказал, что мое имя Чунгук, в общем, и все. Некоторые онлайн-комментаторы предложили другие интерпретации, что еще больше подогрело дискуссию. Еще один повод для споров возник из-за того, что Чунгук посетил концерт. Да, все помнят, он еще был в армии, и у него там был отпуск небольшой, и он посетил концерт группы эспо во время своего отпуска, ну, когда проходил военную службу. И поклонники отметили, что его не видели на концертах других групп Хайба, а именно, ну, например, New Jeans, там, Серафим, там, вот именно у эспо он был, да, это тоже как бы вызвало дискуссию о том, что имел ли этот визит какое-то особое значение. Однако нет никаких, опять же, подтвержденных данных, указывающих на личные отношения между двумя артистами. Ну, в принципе, я делала очень много, мы сделали, вы такие прям много по поводу этого вопросов задаете, и у нас много раскладов, что касаемо взаимоотношений Винтер и Чунгука. Это все можно посмотреть на Бусти. Есть такие расклады реально, так что подписывайтесь, можно посмотреть. И сделайте свои выводы, да, вот, если вы верите в Таро, в общем, да. Ну, а также можно и самим проанализировать на самом деле вообще как бы все эти слухи самим анализировать, понимаете, да? Ну, что, например, уже если размещают
к примеру, да, размещают руку Чонгука и утверждают, что там эти собаки, да, хотя на самом деле не видно, что там собаки, но блогеры утверждают, что это собаки. Здесь надо как бы все анализировать, да, действительно ли там собаки или не собаки, в общем, действительно ли это тату или нет, надо все анализировать, в общем. Не ленитесь сами это все анализировать. В этот день, именно сегодня, в 2025 году, все бантаны создали себе аккаунты в Инстаграме. К сожалению, очень много было интересного в Инстаграме Чонгука, но он его удалил. На страничке сразу же появились первые загруженные фото. У Тэхёна даже сохранился первый выложенный пост. Если вы можете пойти в Инстаграм к Тэхёну и посмотреть. И второй пост Тэхёна, который он не удалял. Вот. А Чонгук выложил первым закат через некоторое время свою фотку, а потом результаты теста на тип личности. Несмотря на то, что он снес свой аккаунт Инстаграм, интернет помнит все, и поэтому вот здесь будет, сделаю коротенький шортик, да, вот после стрима, можете его посмотреть. Потом смотрите в этом видео, которое я не знаю, или первое вот на дополнительном канале, или на основном канале я выгружала видео, сегодня 2 видео выгрузила, и там я немножко затронула семейку Вуга. И я так не буду сейчас это комментировать, но вы обязательно это посмотрите. Там есть такая интересная фраза о Пак Соджина, где он говорит, что ему задают в интервью, вы ли все говорите, да, вот именно своим друзьям из семейки Вуга. На что он отвечает, что мы не настолько близки, чтобы мы там делились такой информацией. Ну, в принципе, я там написала, можете это все посмотреть. Это так, в общем, между прочим. Семейка Вуга. Ну, вот, в принципе, по поводу Винтер и Чонгука я вам рассказала. По поводу фан-встречи узнаем результаты, о чем они там говорили, какие вопросы фанаты задавали. Это очень, кстати, интересно. Теперь по поводу агентства Hype, ну, немножко. Акции заморозили, расследование набирает обороты. Сразу скажу, что мы делали точно так же мне просто после этого вчера прислали очень много вопросов на расклады, что касаемо по поводу именно этой ситуации, как отразится на мемберах. И мы когда-то на стриме доставали карты, и я вам отвечала на эти вопросы, что касаемо. И также есть эти расклады на Бусти, как, в общем, отразится это на компании, отразится это на мемберах, затронет их это или нет. И как они, в общем, относятся к этому. И мы делали такие расклады, вы можете их посмотреть. Акции заморозили, расследование набирает обороты. Ну, в принципе, что я здесь скажу? Что Хайп – это гигант. Его решения, скандалы, финансовые проблемы накладываются на артистов, на рынок, на фан-сообщество. Даже если артисты отдалены, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь, вообще даже не сомневаюсь, что они там не отдалены. Они являются частью этой компании, это точно. Психологический фон, управление ресурсами, контракты, все может резонировать. Это ситуация, которую нельзя просто так игнорировать. И если вы следите за корейской индустрией. И, в принципе, вам, я так думаю, это тоже должно быть интересно. И почему бы об этом не говорить, да? Но хочу сказать, что суд Сеула 4 декабря 2025 года одобрил временную заморозку акций, что бы то ни говорили, на 118 миллионов долларов по запросу прокуратуры. Естественно, если проанализировать, почему юридически они это сделали, я хочу сразу сказать, что просто так бы они их не заморозили. Причина подозрения, что 2019-2020 год Бан Шихёк мог обмануть ранних инвесторов, заставить их продать акции, а затем получить прибыль через фонды.
Расследование ведется одновременно полицией, финансовыми регуляторами и прокуратурой. Недавно полномасштабный обыск зданий Хайп, изъяты документы, готовятся уголовные материалы. Ну, они, в принципе, давно уже готовятся, да. Вот, что пишут вообще в комментариях? Чувак был отцом, основателем, на него все смотрели как на отца BTS, но теперь подозреваем. Это жестко, это прям реально пишут в комментариях. То есть, ну, естественно, мнения фанатов разделились, понятное дело. Да, Хайп, супер громкая компания, это удар для всей индустрии. Даже если все окажется чисто, рейтинг пострадает. Я не верю, что это все закончится тюрьмой, но даже штраф плюс конфискация, удар по тем, кто доверял. В общем, вот такие комментарии пишут, что касаемо ситуации с Хайп. Да. Вот я вам все и рассказала. Пишите свои вопросы, можем обсудить вопросы, если у вас есть такие вопросы. А я попью водички. Пятиминутка. Тоже много пишут по поводу, ну, естественно, знаете, как здесь пишут. Сейчас скажу, как здесь пишут. По поводу ресторана, я, по-моему, тоже там что-то в своих видео, которые я разместила на основном канале и на дополнительном, я, по-моему, что-то говорила об этом, да. Чонгук посетил новый филиал ресторана с угрями. Не у него угри, а он кушал угрей, в общем, да, и оставил свой автограф. Новый ресторан, специализирующийся на угрях, принадлежащий семье Чаин. Это интересно, в общем, да. И мы знаем, что недавно был челлендж Чонгука с Чаином, сыном. Это новый филиал в Чхондаме, открылся всего несколько дней назад. И, в принципе, как бы много сейчас таких вопросов. А что это? С кем он это там был? С кем посетил этот ресторан, да? Естественно, чегукеры, ну, любой фандом, ну, скажем так, да, пэринга какого-то, ну, например, как мы вигукеры, кто-то, например, там чегукеры, они строят свои предположения, что он был там с теми, что он был там с теми, а кто-то пишет, что он был сыну, в общем, да, все по-разному пишут. Вот. Филиал был открыт 27 ноября, если подробно, да. Интерьер заведения представляет собой уютное и комфортное пространство, которое также включает в себя приватные зоны на 6-12 человек. Вот. Фирменным блюдом является угорь, приготовленный на древесном угле. Помимо угря можно заказать барбекю из корейской говядины. Вот так. У Чонгука состоится тур из-за событий с Бан Шихёком. Я думаю, конечно, это вопрос не для меня по поводу Ирина, по поводу тура. Потому что как я могу ответить на этот вопрос? Состоится ли у Чонгука тур из-за этих событий или нет? Не знаю. Как я могу об этом вам ответить на вопрос? Это только могут они об этом сказать. Какие у них планы, что касаемо вообще, да? Но я думаю, не случайно сегодня Намджун вышел в эфир, и он много кое-чего сказал о взаимоотношении с группой и намекнул даже о взаимоотношении с компанией. Вы, наверное, должны сделать свои выводы. Я, естественно, его просто как бы проанализировала и дала какую-то сводку, что касаемо. Но вы вернитесь под этот стрим, ну, например, не под этот, а где я озвучивала стрим Намджуна. И там под этим стримом я оставлю именно тот анализ, который я всегда делаю, да. Ну, например, чтобы ответить более подробно на какие-то вопросы, да, почему он упомянул там, допустим, компанию, ну, что за исповедь реальная была от Намджуна. Я, короче, сделаю такой анализ, и оставлю его по тем стримам, где я озвучивала, ну, типа
коротко говорила о лайве Намджуна. Так что вернитесь туда через какое-то время, ну, например, возможно, завтра там, и почитайте. А возможно, я брошу в телегу, вы же подписаны в телегу, и я брошу туда, возможно, так. Я сказала от себя, что я думаю по этому вопросу. Игнорировать это, в принципе, как бы не стоит. Ну, как бы, чтобы проигнорировать это, нет. Интернет, конечно, любит шум, в общем, не факты. Один туман, скрин. Привет, привет, Татьяна. Один туман, скрин, и готово новое доказательство. Это не про истину, это про эффект, может быть. И хочу сказать, например, ну, коротко скажу о том, что тоже такая была заметка. Понимаете, я не слежу, допустим, в интернете сутками и не смотрю, что там происходит. Реально не слежу за кей-попом. Но я в любом случае, как бы здесь, на этой кухне, и мне, если попадается в поле зрения, что касаемо группы BTS непосредственно, и там какие-то комментарии, возможно, меня это как-то задевает, к примеру, в какой-то мере, я на это обращаю внимание и могу с вами делиться своим впечатлением от этого. И, к примеру, хочу сказать, тоже вот увидела по поводу Чо Сехо, это комик. Такая была новость в интернете, это свежая новость, недавняя, свежая, подогревается обвинением о возможных связях с человеком, которого подозревают в организованной преступной деятельности, якобы владельцем ресторана, франшизы и вовлеченным в нелегальные деньги и горный бизнес. Конкретно его обвиняют в том, что он продвигал этот ресторан, якобы в эффекте, принадлежащий предполагаемому главарю. Посещал заведение, получал дорогие подарки от знакомых этого предполагаемого криминального деятеля. Это вот просто в социуме такое вот пишут, да, это краткие у меня здесь. Эти обвинения появились в соцсетях, на форумах от анонимных источников. Не из официального расследования там и полиции. Агентство, вообще какие-либо агентства, официально опровергло все обвинения. Понимаете, я о чем говорю, да, вот о социуме, о интернете. Сказали, что именно этот Чо Сехо, он, в общем, они с владельцем там, да, просто знакомые, и что дорогих подарков не было. Нет официальных каких-то документов по проверенным источникам. Все, в принципе, это просто пишут социум. Но почему я на это обратила внимание? Потому что вот смотрите, какая ситуация. Сразу появилось очень много комментариев под этим, что что этот комик это типа тот человек, который одолжил денег у Чимина. И уже ругают этого комика, ну, там, возможно, фанаты Чимина, что он там обокрал Чимина. Хотя, например, это совершенно два разных человека, понимаете, о чем я говорю, да? То есть, в принципе, у нас так народ устроен, они не разбираются в чем-либо, они просто что-то вот увидели, ага, слово комик. А это же когда-то было, да, вот комик. Он подтвердил, что он брал деньги там у Чимина. Этот скандал реально был.
с долговыми обязательствами, да, и другая касается совершенно другого комика, да, Ли Джин или Лин Чин Хо, так его, наверное, да. Вот, это совершенно два разных комика, но при этом уже зацепили Чимина. Я не то, что там, допустим, сейчас, о, я фанатка Чимина, я фанатка группы BTS. Просто вот такая ситуация, и я обратила на это внимание, да, потому что уже затронули Чимина именно к этой ситуации, хотя он вообще к группе BTS вообще никакого отношения не имеет, да, но уже это как бы привязали к группе BTS, понимаете, да, вот поэтому я и говорю, что нужно вообще все анализировать, понимаете, что вообще происходит в социуме. Даже если мы берем Винтер и Чунгука, даже если мы берем компанию Хайп, да, потому, вот смотрите, даже ситуация вот эта сейчас, да, конечно, арест наложили, да, на финансы, но при этом сама компания, она высказывается, что они уверены, что он не виноват, ну, как бы, да, естественно, те, кто дает эти статьи, они там предполагают что-то, да, вот, например, делают какие-то предположения, что просто так как бы не арестовали, да, значит, есть реально какие-то нарушения, что арестовали-то все-таки деньги, понимаете, но это предположение, сама компания, она утверждает, что Бан Шихёк не виноват, что компания не виновата, в общем, понимаете о чем. Поэтому, естественно, когда что-то в социуме появляется, нужно обязательно все анализировать. Нельзя, например, сразу же в чем-то обвинять, что касаемо вот группы BTS, в общем, да. Бизнес и шоу всегда рядом. И мы вообще-то видели очень много такого, да, и официально подтвержденного, вот и со стороны айдолов какие-то нарушения и так далее. Мы не исключаем ничего, да, но утверждать мы тоже не можем, если нет официально каких-то, в общем, подтверждений, да, что у Чунгука там и Винтер какие-то отношения. В отличие от Чимина, где отношения с его девушкой подтвердили, да, что он с ней встречался. Оказывается, потом даже появились какие-то в соцсетях снимки уже, там, наверное, в сентябре или что такое. Ну, я не выгружала у себя, но я видела очень много снимок, их видели совместно, да, и она опять делилась чем-то там, да, вот, например, опять что-то такое чем-то делилась, что давала намеки на взаимоотношения с Чимином. Хотя, в общем, компания сказала, что они расстались. Но мы, опять же, ничего такого утверждать не можем, потому что это же не с достоверных источников. Что касаемо, например, как Чонгука, он сказал, что это вот закулисно здесь у меня тетя и, там, и друг, да. Он сказал «друг». Да, мы, конечно, достали карты, и вы можете посмотреть расклад там на основном канале и на дополнительном. И мы также очень подробно это, вообще очень подробно это разобрали и в телеге, в общем. Вы можете это, конечно, с этим ознакомиться, но в любом случае как бы мы не знаем, что это за друг, да. Карты вышли такие, я рассказала о энергетике этих карт, ну, опять же, это не Чунгуку, он не открыто, да, друг, но на самом деле, кто этот друг и зачем он заговорил о этом друге, это только ему ведомо. Мы не можем вообще стопроцентно, в общем, мы можем только предполагать, в общем. То, что происходит с хайп, в общем, может отразиться на артистах не сразу и не напрямую, но фон задает. Это точно, да. И вот если мы возьмем расклады наши, которые мы делали расклады, еще мы их когда делали, когда только услышали о том, что у проблемы, да, у Бан Шихёка, компании Хайп, да, с этими акциями. Мы очень много сделали раскладов на эту тему. И, естественно, мы говорили о том, что это, да, отразится. Фаната – зеркало индустрии. Реакция – это показатель. Кто готов верить, кто сомневаться, кто устал от спекуляций. Важно, еще раз я вам говорю, держать критический ум, даже если совпадения страшные, тату, аксессуары, фото, на самом деле ли они страшные. Да? Вы можете написать в комментариях свое видение по поводу этого. Без официального подтверждения это просто версия. Версия, а не факт. Наверное, так было нужно и назвать стрим. Версия,
это не факт. Версия не факт, в общем, понимаете, да? Надеюсь, мой стрим был познавательным. Если вы не подписались, подписывайтесь. Кто не поставил пальчики, ставьте. Также у нас есть телеграм-канал, ну, такой, какая-то общая информация, текущая, что происходит на самом деле, да, здесь и сейчас. Есть платный телеграм-канал, где мы обсуждаем таро-расклады. И вообще, если нам что-то непонятно, мы общаемся и это обсуждаем. А также у меня есть еще дополнительные каналы. Много таро, много анализа, астрологии. Все для вас. Так, пишите. Допиваю воду, я ее уже 10 минут допиваю. Конечно, очень много кто устал от этих слухов, и я вижу это в комментариях, пишут об этом. Ну, например, такие вот даже каждые полгода новая пара, новые доказательства, а результата ноль. Если правды нет, не нужно плодить домыслы. Таких много тоже комментариев. Вот. По поводу хайпа, ну, например, пишут, да, если все подтвердится, это справедливость, инвесторы обмануты. А другие, особенно внутри фанатов и сотрудников, кстати, о чем я намекала выше, да, давайте не спешить обсуждать, это тяжелый бизнес, может быть не так все, в общем, да, как пишут, как кажется. Привет, привет, Любовь, добрый вечер. Что там, лайф у Хасока закончился? Набирает обороты отрицательных эмоций по шоу 2. Как к этому относится Чунгук? Или ему все равно просто сделал свою работу? Смотрите, я вчера... Вы же видели, наверное, ну, мы и в сообщество бросали там на YouTube канал, и Татьяна там, в общем, админ в телеге, она тоже много размещает какой-то информации, да, что касаемо тревел-шоу. И хочу сказать, например, вчера я так об этом подумала. Но опять же, это привзятое такое мое мнение, это мое личное мнение. Это же не обязательно вам нужно его как бы, да, учитывать. Но я подумала о том, что опять Тэхиона вспомнили, да, и там, ну, например, что-то было с рекламы Тэхиона, когда интервью было Чунгука и Чимина, да, на YouTube-канале вы можете, кстати, посмотреть. Также Чунгука попросили, понятно, что интервью это все прописанное, да, это же не импровизация. Вот как, например, где-то я вам читаю подготовленный какой-то материал, даже сейчас во время стрима, а где-то говорю просто, ну, как бы делюсь своим, о чем я думаю, например, да, по ходу. И точно так же ребята вышли с интервью, и понятное дело, например, что оно заранее подготовлено. Но в любом случае рекомендовал песню, спродюсированную Тэхионом. Да, опять они вот к Тэхиону. Тревел-шоу номер 2, в общем, да. И, естественно, блогеры очень многие, особенно вегукеры, сразу, в общем, об этом заговорили. Вот. Это уже продвижение, понимаете? Неважно, плохое продвижение, хорошее продвижение, это в любом случае продвижение. У нас там целые дебаты по этому поводу. По поводу чего, Ирина? Поделитесь, по поводу чего дебаты? Вот. Как относится к этому Чунгук, или ему все равно просто сделал свою работу? Нет, я думаю, ему не все равно. Просто, например, ему очень нравится. Если вы внимательно смотрели бы тревел-шоу, то Чунгуку нравится тревел-шоу. Ему нравится вот именно записывать, да, снимать что-то.
Эля, как может отразиться на Чонгуке, что он как бы встречается с Винтер? Как может отразиться на имидже Чонгука? Не знаю, с тех раскладов, которые мы делали, вообще очень много сделали раскладов. Я хочу сказать, что Чонгук и Винтер общаются. И если мы возьмем, например, мероприятие, где побывал Тэхён, да, там с Наджуном и с Хасоком, он был запечатлен с Винтер, они разговаривали, да, и, например, их просто, если взять, внимательно посмотреть этот кадр, их просто реально застукали за беседой, да, и когда обратили реально они не на это внимание, да, заострили свое внимание, что их, возможно, там снимают, и на них обратила толпа внимания, они сразу разошлись. То есть, понятно, они общаются между собой. Это стопроцентно, понимаете. И тем более он сидел с Кариной вместе за столом. А Намджун там напротив Винтера или рядом с Винтер, да, что-то такое. Они общаются, это стопроцентно общаются. И по картам, в общем, это видно, да. Но в каком ключе, я тоже очень подробно это объясняла. Ну, вопрос вы задаете совершенно другой. Как это отразится на имидже Чонгука? Я думаю, в данный момент это неплохо, потому что об этом говорят, а это тоже продвижение, понимаете, да? Я еще раз вам скажу, неважно, какое продвижение, но это продвижение. Это, в общем, хорошо. Это хорошо. А можно карту Навигуков на сегодня? Да, давайте достанем. Есть у меня тут любовные картишки, видите, там куча сердечек. Вот. Ой, я не знаю, что мне пришло за сообщение. Я вам сказала, что лайв. Так. Это они там переписывались. Это мне до сих пор прилетают сообщения. С Виверсой вообще, я не знаю. Нет, бывает сразу с Виверсой. Я не знаю, напишите, как вам. Сразу же ли прилетают какие-то сообщения или нет. Ну, уведомления, что там что-то происходит, да, либо они там делятся какими-то постами, либо вот, например, что касаемо там лайфов, мне бывает не приходит. Странно, да, а бывает сразу прилетают. Наверное, это связано с интернетом, я так думаю. Так. А можно карту на Вигуков на сегодня? Достаем карту. Вигу, Тэхёна и Чонгука. Ну, достанем им карту. Тройка жезлов. Вот. Тройка жезлов вообще это карта партнерства, общения карта. Ну, в общем, на взаимоотношения, надежные взаимоотношения. Ну, в общем, карта успеха, надежности, в общем, прекрасные отношения. Хорошая карта, тройка жезлов пришла. Прочная основа, в общем, и стремление вот эти отношения продвигать дальше. Это карта продвижения, в общем, да, развивать дальше эти отношения. Активное развитие отношений. Очень хорошая карта тройка жезлов, да. В негативе может быть карта говорит о каких-то сплетнях, вот, резкие высказывания, необоснованные обвинения. Да, в негативе есть в этой карте. Вот. Здесь карта была семерка кубков. Вот. Ясность и четкое понимание ситуации в любви. Здесь на карте написано. Вот. И карта девятка мечей здесь вышла. Девятка мечей может говорить... Я когда-то рассказывала, тоже карта каких-то связана с какими-то
конфликтами. И, например, карта может говорить, я когда-то говорила у девятки мечей, что это карта своего рода каких-то страхов. Ну, например, карта, она не говорит о внешнем, это внутреннее что-то у человека, например. Ну, например, можно сказать, если в тему трех карт, которые здесь, можно говорить страхов за свои, вот по тройке жезлов, за свои отношения, что много вот пересудов, да, много чего-то говорят о них, вот семерка кубков и девятка мечей. И, в принципе, они сильно за это переживают. Но именно карту центральную я достала, да, это тройка жезлов. Очень хорошая карта. Вот. Вот, в принципе, достала им карту. Ладно, спасибо вам, что присоединились. Вы такие молодцы, что меня поддерживаете. Вот, обязательно посмотрите Намджуна Лайв, а анализ, еще раз я скажу, я его обязательно сделаю. Мне самой просто интересно. Я люблю же копаться, знаете, во всем. Вот, обязательно сделаю его, и тогда размещу под тем стримом, где я давала короткую сводку, что касаемо его лайфа. Обязательно размещу, да. Еще раз скажу, что лайф от Намджуна очень познавательный, да, и откровенный. Поэтому сходите к нему на Виверс, напишите комментарии. Я сходила, и поставьте там пальчики, сердечек кучу там, да, и, в общем, напишите позитивные, хорошие комментарии. Вот, в общем, и все. Спасибо, вы молодцы, я вас люблю, и всем пока. Так, отключаюсь. Еще хочу сказать, мне там прислали, знаете как, я же сказала, да, вот разместила там расклады на Бусти, разместила, да, разместила. Вчера 2 расклада, но написала, что еще не закончен 3-й расклад. Блин, вот 3-й расклад, я его обязательно выгружу, он есть. А также от вас еще полным-полно вопросов. Но вы пишите еще вопросы, будем разбираться, да. Чем больше мы знаем, тем лучше спим. Вот, наверное, так. Всем пока, люблю вас.